Это Range Rover Evoque 2016 года. И кроме радио и прикуривателя здесь есть коробка-автомат, сенсорный экран, приборная панель с электронным дисплеем и сиденье с памятью лучше, чем у меня. Я могу проложить маршрут в Кызылорду или позвонить в Занзибар, но если вам что-то подобное нужно было 40 лет назад, было недостаточно просто набрать ближайшему дилеру. Вам нужен был научно-технический потенциал и ни одной компании, планеты. Привычный нам мир только зарождался в виде фундаментальных открытий в области электроники. И заплатить за эти технологии пока могли только аэрокосмическая индустрия и военные. Человечество уже могло летать на Луну и наводить баллистические ракеты на дом в другой точке планеты. Но телефон еще не влезал в карман, а вычислить средний расход топлива автомобиля можно было только у себя в голове. Никто и не мог подумать, что компьютер можно поставить прямо в машину. Во всяком случае, пока не появилась она. В первой половине 70-х Астон Мартин находилась в привычном для себя состоянии банкротства. Даже Джеймс Бонд теперь ездил на Ford Mustang. Но новые владельцы компании были так полны оптимизма, что позволили создать новую модель 1976 года с опциями 2016. Автоматом, сенсорными кнопками, бортовым компьютером и первой в мире электронной приборной панелью. Пока мир сотрясали войны и топливные кризисы, в дороге выехала машина будущего – Aston Martin Lagonda. В 70-х электроника продолжала идти семимильными шагами, осваивая новую эру микропроцессоров. Уже был основан Apple и Microsoft, а электронные мозги можно было встретить не только в навигационных модулях космических кораблей, но и в обычной домашней игровой приставке Atari. Но каков был уровень электроники тех лет по нынешним меркам? Вот это 1 МГц, тактовая частота одного из первых персональных компьютеров Apple II. Это 2 МГц космического корабля «Аполлон», который доставил человечество на Луну. Наконец, 80 МГц суперкомпьютера Cray, который весил 5 тонн и стоил $8 миллионов. А это мой смартфон, который умещается у меня в кармане. 2000 МГц! С началом разработки Aston Martin Lagonda стало понятно, что ее электроника обойдется в 4 раза дороже всех остальных деталей. А в Великобритании просто нет фирмы, которая способна довести ее до ума. Первая товарная машина, нашедшая владельца в 1978 году, перестала работать сразу после доставки. Лагонда просто ошеломляла своим видом и технологиями. Но только до того момента, пока кто-нибудь не пытался ее завести. Просто представьте себе Великобританию 70-х годов. Топливный кризис следует один за одним. По стране идут забастовки. Инфляция фунта составляет 25%, и в то же самое время Конкорд начинает совершать регулярные рейсы в Рио-де-Жанейро, а на автосалоне в Лондоне представляют такую машину. Владельцы называли ее Wedge, Clean, но были и менее приятные прозвища, например, Пенал. Дизайн выполнен в типичном для 70-х стиле. Вы можете сделать модель этого кузова, просто сложив ее из бумаги для оригами. Очень много острых углов. Она может нравиться, она может не нравиться, но каждый дизайнер вам скажет, что главное в автомобиле — это пропорция. А с этим здесь все в порядке. Изначальная цена Лагонда составляла 20 тысяч фунтов, но когда ее доставили первому владельцу, она стоила уже 30. Через год 40, 50. Доработки электроники стоили все дороже. Просто представьте себе машину, в которую вложили все самые современные технологии. Потом представьте ее цену и умножьте ее в 2,5 раза. Вот такой эффект производила цена этой машины в те годы. Колеса имеют размерность 15 дюймов. Сейчас это стандартный размер для базового Kia Rio, но они все равно не выглядят маленькими, потому что длина машины сравнима с длинной версией S-класса, а высота меньше, чем у Porsche 911 или, например, Nissan GT-R. У Лагонды очень длинный капот, двигатель максимально сместили внутрь, чтобы он не мешал этой клиновидной форме. Самое главное в этой машине было ее дизайн и очень сложная электроника. Решетка напоминает маленький игрушечный Rolls-Royce и в то же время ограничивает поступление воздуха под капот карбюратором. И это естественным образом ограничивало мощность мотора.
От приоритета в дизайне пострадали и задние пассажиры. С одной стороны, Лагонда – представительский автомобиль, сделанный для человека, который сидит сзади. Даже люк в крыше сделан над задним диваном. С другой стороны, у инженеров и так хватало технических проблем, чтобы заниматься еще и внутренним пространством этой машины. Проникнуть сюда было проблематично. Задняя дверь даже немножко приподнимается на петлях, чтобы увеличить дверной проем. А владельцы жаловались еще и на малое пространство в коленях. В 80-х годах Астон Мартин даже выпустил удлиненную версию Лагонды, которая называлась Стикфорд. Здесь был оборудован телевизор с цветным экраном, размером примерно с кошелек, и огромным слотом для видеокассет. Но такая машина стоила порядка 110 тысяч фунтов, примерно в 5 раз больше, чем изначально заявленная цена, и только 3 человека решились ее заказать. Лючок бензобака находится в задней стойке крыши. Через него вы могли заполнить огромный 128-литровый бензобак. И в то же время такой же лючок расположен с другой стороны, то есть вы могли подъехать к заправочному пистолету, как вам нравится. Капот поднимается на сложных по кинематике петлях, и мы можем в подробностях рассмотреть конструкцию передних выдвижных фар. С одной стороны, инженеры могли обойтись и передним головным светом, я думаю, но дизайнеры настояли на этом высшем шике 70-х годов. Выдвижные фары, мода на них продержалась до 80-х и надоела только к началу 90-х годов. Сейчас бы их сделали в легких пластмассовых корпусах, но здесь мы видим металлические рамы сложные, настоящие брутальные технологии 70-х годов. Интересно то, что с одной стороны, на электронику этой машины были затрачены колоссальные средства, но денег на механическую часть не хватало. И здесь стоит достаточно консервативный 5-литровый V8 с карбюраторами, чопорный и надежный, как вся Британская империя. Примерно такой же мотор ставился на купе Aston Martin V8, но там он был мощнее, потому что у Лагонды мощность была ограничена и небольшим притоком воздуха, и особенными настройками двигателя. Он должен был быть более эластичный, потому что это большой лимузин, и компактный. Здесь очень низкий клиновидный силуэт, и он должен был влезать под капотом. Кстати, мы можем видеть на блоке цилиндров имя человека, который его собрал. Его звали Майк Дюрант. Кстати, здесь есть еще одна интересная деталь. У этого автомобиля нет одометра, а только счетчик моточасов, как у какого-нибудь самолета или вертолета Ми-8. В 80-е годы карбюраторы, наконец, заменили впрыском, но инженеры пробовали сюда поставить и турбонаддув. Говорят, Лагонда на спортивной резине и с турбинами ехала фантастически, но у компании просто не хватило финансовых ресурсов, чтобы довести эту техническую историю до конца. Лагонда была представительским автомобилем, а значит, ей по статусу была положена коробка-автомат. А если вам нужен был автомат в 70-х, 80-х годах, то у вас практически не было альтернатив, кроме как пойти к американцам. Ferrari и Rolls-Royce ставили на свои машины автоматы General Motors, а Aston Martin выбрала трехскоростную трансмиссию фирмы Chrysler TorqueFlite. Это модель A727. Chrysler ставил ее практически на все машины с двигателем V8. Эта коробка была рассчитана на большой крутящий момент, с ней можно было разгоняться до 200 км в час, и, что немаловажно, у нее был алюминиевый корпус, тогда как другие ее собратья были сделаны в чугунном. Это делало ее легче где-то на 30 килограмм. Хотя, конечно, в сравнении с современным 80-скоростным автоматом она выглядит просто огромным металлическим мамонтом. Но самое интересное, каким образом она повлияла на характер Лагонды и добегает ли через нее хоть немножко лошадиных сил от мотора к задним колесам. Давайте сядем за руль и посмотрим.
Первые кадры Лагонда в движении сняли уже в 1976 году, в год ее дебюта. Но тогда ее просто столкнули с холма, чтобы она покатилась вниз. И, что греха таить, это было нашим запасным планом, если бы случился какой-то форс-мажор. Несмотря на свои габариты, внутри Лагонда едва ли просторнее современного Мерседеса C-класса. Передняя панель больше всего напоминает синтезаторы 70-х годов. Только они тогда имели столько же дерева и кнопок. Сиденья плотные, практически как в современном Range Rover. И это были одни из первых в мире сидений с памятью положений. Просто у одного из взрослых инженеров Aston Martin была жена низкого роста. Когда она садилась в машину, она даже не могла достать ногами до педалей. Она меняла настройки, и уже в машину не мог влезть он сам. И он придумал кнопку, которая все возвращала назад. Все гениальное просто. Сейчас деревянную отделку для интерьеров нарезают микронным слоем. И хочется показать дизайнерам вот эту переднюю панель. Ты просто трогаешь дерево и думаешь, что оно до самого капота. Ковер тоже с длинным благородным ворсом. Смотришь на него, и уже становится тепло. Сейчас такое можно встретить только в автомобилях Rolls-Royce. Его в Aston Martin поставляла еще одна британская фирма с репутацией. Дизайнер Уильям Таунс работал над экстерьером и интерьером Лагонды около месяца, по 12 часов в день. Потом за 9 месяцев инженеры сделали первый прототип к автосалону, а следующие 2 года они доводили электронику в этой машине. И все равно она работала не безупречно. Периодически внутри Лагонды пробуждался настоящий искусственный разум. Поодиночке могли открываться фары, а сиденье ни с того ни с сего придвинуть водителя прямо к рулевой колонке. В работе над электроникой Aston Martin помогал Британский научно-технический университет. Они понимали толк в электрике, в новых технологиях, но не могли это увязать с самим автомобилем. Британцам пришлось обращаться к техасской фирме, которая занималась приборами для самолетов. И те представили им вот этот вариант приборной панели с 3 окошками, более простой, чем изначальный, огромный экран, но он хотя бы работал. Приборы Лагонды в те годы вызывали настоящий вау-эффект. Секунды до этого вы сидели просто перед 3 темными окошками, а тут они оживали, как будто это приборы космического корабля Нострома из первой части «Чужих». Панель делится на 3 сегмента. Слева у нас спидометр, причем мы можем менять одной кнопкой мили на километры. Справа тахометр, а в середине показания работы коробки, оставшегося топлива, температуры двигателя. У поздних модификаций Лагонды появились голосовые команды, но не в том смысле, под которыми мы понимаем их сейчас. Не вы командовали автомобилем голосом, а он давал команды вам. Например, о том, что нужно заправить бак, пристегнуться или выключить фары перед тем, как вы выходите из машины. Язык команд можно было менять. Там был английский, там был французский, там был немецкий язык и еще один 4-й – арабский. Уже тогда такие машины пользовались огромным спросом на Ближнем Востоке. Можно только представить, как сюрреалистично выглядела эта машина среди пустыни. Передняя подвеска в спортивном стиле на двойных поперечных рычагах, задняя типа Дедион. Конечно, вы чувствуете немалый вес этой машины. Конечно, она валкая. Конечно, вы чувствуете уводы шин. Но руль налит благородным усилием. Эта машина по-настоящему любит повороты. Не только езду по прямой. По породистому басу двигателя и упругой педали газа кажется, что под правой ногой есть немалый запас мощности. Но в американском автомате растворяются не только резкие скачки и толчки, но и изрядная часть лошадиных сил. На ходу Лагонда напоминает огромные швейцарские часы. Вы хорошо слышите, как тикает и верещит каждая пружинка этого механизма. И чем сильнее вы нажимаете на газ, тем быстрее в нем идет время. Рычаг автомата больше похож на трость Дона Корлеоне. Никаких лепестков и возможности мануального переключения здесь, конечно, нету. Но уже в те времена, а эта коробка была создана в 60-х годах, она понимала, что можно как можно раньше подключиться на повышенную передачу
и экономит топливо. Если вы ехали плавно, то на 25 км в час она включала третью максимальную, самую высокую передачу. Если вы ехали быстро, то она делала это только на 120. Ну и, конечно, она понимала, что если вы вдавите педаль в пол, то нужно включить вторую или первую. В звуке двигателя нет каких-то громких, ярких нот. Такое впечатление, что вы ведете огромный пикап. Но вы чувствуете мощь, вы чувствуете момент. Просто какая-то часть лошадей не добегает до задних колес. В этой коробке передач нет даже блокировки гидротрансформатора. Приятнее всего на Лагонде ехать в спокойном темпе, когда вам не нужна бешеная мощность, но в каждом прикосновении к педалям или рулю вы чувствуете дорогую, увесистую вещь. Получается, что всю прелесть этой машины мог оценить только сидящий спереди шофер, и на месте владельца Лагонды я бы очень быстро поменялся с ним местами. Средний расход бензина был между 18 и 25 литрами на 100 километров. При объеме бака 130 литров. Вы скажете, что для богатого человека расход не имел значения. Но на дворе были 70-е. За время 70-х японцы смогли отнять у американцев часть местного рынка, просто потому, что продавали экономичные машины. Вся история этой машины – это колоссальные затраты на электронную приборную панель, сенсорные кнопки, память в сиденьях. Технологии сегодняшнего нашего времени, которые были помножены на возможности 70-х годов и механическую часть 60-х. Но знаете, сегодня время примирило их между собой. Сегодня старым здесь выглядит уже буквально все. Суммируя все сказанное, можно подумать, что эта машина приносила проблемы всем, кто к ней прикасался. Но на самом деле, когда ее все-таки довели до ума, она начала приносить в столь нужную компании прибыль, а ее дизайн привлек внимание к Астон Мартин не хуже, чем фильмы Джеймса Бонда. Лагонду производили практически 14 лет, делая по индивидуальным заказам где-то одну машину в неделю. И сняли с производства только в начале 90-х. Но всего было сделано около 600 автомобилей, а значит, что она остается настоящим эксклюзивом. И то, что одна из них находится в России, и сегодня у нас в руках, это фантастика сама по себе. Это невероятно. Лагонду мало кто помнит и тем более имеет у себя в гараже. Но поверьте, ее история заслуживает внимания, как история любой вещи, которая пыталась ускорить ход времени. Пока она могла ехать, ее колеса вращали планету.